Всем привет, добро пожаловать обратно в пекарню в наследство. Зои, как видите, в прекрасном настроении, потому что дела у нас начинают налаживаться, потому что пекарня неплохо так работает. Сегодня мы продолжим работу. В принципе, весь заработок, который был здесь в пекарне, уже перевалил за 2000. Это значит, что, ну, мы половину прошли пути для того, чтобы оформить нашу пекарню и сделать ее красивой, потому что нам нужно 4000 заработать, так как кулинария у нас уже, точнее не кулинария, а выпечка уже на нужном уровне. Еще чуть-чуть поработаем, и все будет отлично. На сегодня у нас план, как обычно, открыть очередную комнату. Мы будем открывать ванную. Там не очень дорогое разрешение, всего 500 симулеонов, но нам нужно было прокачать физический навык, и я внезапно его очень быстро прокачала. Нам осталось совсем чуть-чуть, поэтому я решила, что мы все это вместе доделаем, и нужно, ну, как бы немножко накопить, чтобы купить ванную, так как наша собака сумасшедшая, она постоянно куда-то встревает, и ее нужно постоянно мыть. Так что нам это прям очень сильно надо. Так вот, давайте, пока я ее отправлю, наверное, готовить, еще что-нибудь вам расскажу. Хотя у нас, как видите, все достаточно полненькое такое. Да, вы знаете, у нас так много товаров, что можно прям открываться на самом деле. В прошлый раз я говорила о том, что нужно снизить до 5 и посмотреть, что будет. Потому что последний раз продано предмет. Ага. У нас тут последний раз вообще что-то ничего не сработало, потому что народ весь тусил бесконечно. То есть, помните, они в прошлой серии застряли здесь. Я, кстати, вот... Так, сейчас я её отправлю открывать пекарню. Все-таки. Так, открой магазин. И иди ухаживай за своим садом, потому что у нас что-то постоянно в таком состоянии, что мне прям страшно, если честно. Что у нас тут все будет... Так, полить все. Ну, короче, что у нас засохнет когда-нибудь. Так, собери весь урожай и пропали, пожалуйста, все. Так, прополоть все сорняки. Так, все, давай, ты тогда занимайся, а мы будем разбираться здесь. Так вот, в прошлый раз, как вы помните, мы тут все убрали. Вот, а еще я отгородилась от людей. Почему-то сейчас нельзя делать заборчик. Вот раньше можно было, когда у вас разный уровень, ты, получается, от какого уровня тянешь, такой у тебя заборчик, и он стыкуется с этим. Сейчас нельзя. Сейчас, получается, если ты отсюда тянешь, у тебя без фундамента заборчик, но он не может стыковаться с вот этим. И аналогично, ну, как бы, если ты тянешь с этой стороны, он у тебя с фундаментом, и ты не можешь его соединить. В итоге пришлось отгородиться мусоркой с этой стороны, потому что, ну, короче, чтобы они перестали к нам шастать, потому что это кошмар какой-то был. Вот. И здесь я тоже мусоркой отгородилась. И поставила вот такую вот неподходящую это не из этого, не для этого забора, но она была по цене самая, короче, адекватная. И высокая, получается. Из высоких она была, короче, самая дешевая, поэтому пришлось ей воспользоваться, чтобы перестали жить в моей палатке, потому что они тогда больше суток, наверное, не уходили. Даже, наверное, больше. Мне пришлось с каждым из них познакомиться и попросить уйти. Реально, я подходила к каждому, с каждым разговаривала. Тетеньку, которая у меня вот здесь застряла, я прям долго выгоняла. У меня еще одна барышня застряла в туалете, и я тоже с ней общалась. А что ты с грязной посудой к нам идешь? Что это такое у нее на тарелке? Она реально с грязной посудой пришла. Шикарно вообще. Я тут регулярно, на самом деле, убираю эту грязную посуду, потому что она накапливается с какой-то неимоверной скоростью. Конечно, все поверхности надо чистить регулярно, потому что это... Ну, посетители не очень добросовестные в этом деле. Они поели, поставили и пошли. Наша собака здесь почему-то спит. Она спит везде, где угодно, кроме своего места. Вот реально. На своем месте нет. В своей кроватке, постельке, в виде яишенки, ну, это как-то перебор. А вот на полу, на плитке, в пекарне это самое то. Так, люди у нас уже есть, у нас уже открытый 1 час. Я забыла поменять цену, простите. Ну, ладно, вот как раз сравним. Хотя я в прошлый раз говорила, что мы сравним. Но у нас тут проблемы были из-за того, что вот этот народ, короче, копился. И в пекарне их очень много было, этих товарищей. И они не хотели уходить. Я открывала пекарню, и никто не приходил. Они просто ничего не покупали. То есть они не уходили и не приходили. Вот, они почему-то начинают здесь копиться, у меня возле пекарни.
Они в прошлый раз вообще не зашли. То есть те, которые оставались здесь, они так и сидели здесь. Новые покупатели пришли, они стояли снаружи. Я так и не поняла, в чем прикол. Я в итоге закрыла пекарню, потому что, ну, как бы это было абсолютно бессмысленное дело. Вот. У нас, кстати, по деньгам. Ну, маловато денег, но у нас много чего можно продать на самом деле. То есть я вот сейчас занимаюсь как раз этим садом, потому что у нас много цветочков, которые мы можем продать, видите, их уже много. Единственное, что я все никак не могу высадить, ну, точнее, не высадить, вырастить шпинат. Он у нас как-то не растет. Тут у нас есть петрушка, где-то у нас есть... Вот, шпинат. Нам очень нужен шпинат. Он в укрытии, он не хочет цвести, а до зимы ждать, конечно, такое себе. Потому что часть моих любимых рецептов, они со шпинатом. Вот, и, в общем, он никак не растет. Вот. Так что я хочу продать все растения, ну, кроме, конечно, тех, которые нам нужны. Хотя можно и на самом деле те, которые нам нужны, потому что они плодоносят просто безумно. Вот эти вот простые растения, там типа, что это, горошек, по-моему, да, сучок зеленого горошка, они недорогие. Фруктон, он прилично стоит. Вот. Ну, короче, можно тут попродавать, на самом деле, прилично. И посмотрим, что у нас за цена будет. Может, мы все-таки сможем наконец-то открыть дверь и со временем еще сможем купить ванну и туалет. Итак, товарищи у нас тут тусят, но ничего не покупают вообще. Зевака, покупательница. Что это? Предпринимательница. Тоже зевака, похоже. Да, нет, покупательница. Это кто? Папарацци, отлично. А ты кто? Покупатель. И все, и стоят такие тусят. Они даже не хлопают холодильником почему-то. Не знаю, что произошло, но вот после того, как тут застряли товарищи, началось какое-то... Короче, какой-то ступор начался в нашем магазине, точнее, в пекарне, потому что все так хорошо шло, мы так много продавали, лимонное печенье 52, отлично, ну, хоть что-то. Может, эта барышня сейчас купит. Я тут уже ускорилась, потому что невозможно это все. Запеканка, хорошо. У нас, оказывается, была запеканка. Да, точно, я делала запеканку. Итак, пока у нас Зоя там копалась в саду, она очень хочет в туалет, но она скоро пойдет. У нас тут пошла буйная торговля, на самом деле, потому что смотрите, сколько мы всего продали. Прям продаем в реальном режиме много-много-много. Мы продали уже 10 единиц, и мы заработали 475. Это пока что самая большая выручка, потому что у нас хорошо пошла запеканка. Кстати, лимонное печенье. Так, находится на огороде. Лягушку нашла. Так, лимонное печенье, морковный хлеб, сладкий картофельный пирог у нас еще. Вот видите, укусила белка. Ну, сумасшедшее животное. Лимонное печенье. Ну, короче, идет торговля хорошо. Все-таки завтра я попробую, ну, в смысле, на следующий день я попробую 5% поставить и посмотрим, что будет. Пока что я не закрываюсь, потому что всего 6 часов. На самом деле я сейчас как раз-таки... Да что ты ходишь туда-сюда? Ой, у нас уже доска объявлений, на самом деле, перелимитилась. Ты же вроде должна была посуду помыть, которую нам тут... Ага, она идет посуду мыть. Я тут что-то, я вам хотела сказать о том, что очень быстро, оказывается, можно накачать, моментально практически, накачать великом. Это прям было для меня откровением, потому что что-то я редко, на самом деле, своим персонажам даю велики. Вот. Ну, как-то я не вижу в них сильно смысла. А тут я знала о том, что нужно будет физическую активность прокачивать. И купила ей специальный велик. Вот. И оказывается, он моментально, просто очень быстро прокачивает. То есть я вам в прошлой серии говорила, ой, целых 5, а как, ну, типа, 5-й уровень, а как это все прокачивать? А что ты шлем не одела? Я не поняла. Одела все. Я переживала, что она шлем не одела. Вот, в общем, это получается очень и очень быстро. Прям моментально практически она прокачивает, потому что в прошлую такую вот поездку она до 4-го уровня дошла. То есть нам нужен 5-й уровень. А она очень быстро его прокачала, и поэтому я даже, ну не то что остановила, она как раз вот, я её послала просто кататься. Короче, за одну такую прогулочку она вот докачалась до 4-го уровня, поэтому... Я думаю, у нас есть все шансы докачаться до 5-го, и на самом деле у нас есть 507 миллионов, мы можем даже купить разрешение прямо сегодня. А что он такой дешевый купил, а? Я знаю, доска уже фруктовый пирог. А это какой-то из старых, на самом деле.
Потому что вот запеканка, лимонное печенье — это что-то из нового. Оно дороже продается, и это не может не радовать. Так, ты прокачиваешься? Ты тут рассказывала о том, что как это все быстро. О чем мы с 15 на 14 перешли? Я не поняла, в чем смысл. Так, слушайте, ну у нас мы 500 миллионов заработали только пекарней, только пекарней. Я считаю, это прям победа, это прям круто, потому что на самом деле доходы с пекарни это очень скудненькое. Даже если вы уже хорошенько прокачали пекарню, если у вас там большая наценка, у вас просто будет очень мало покупок. Ну, там максимум я зарабатывала за день 1500. Ну, это максимум. Ну, то есть по сравнению с обычным этим, ну, обычной работой, там, например, что Сим может и 2, и 3 тысячи заработать, если там премию какую-то, еще что-то. Ну, то есть как бы в совокупности за неделю он может гораздо больше заработать. Поэтому, конечно, разбогатеть на пекарне — это такое себе дело. Собственно, из-за этого у меня есть и большой сад, чтобы зарабатывать садом, потому что, в принципе, в оригинале пекарни, конечно же, нельзя продавать ничего, кроме выпечки. Но в этот раз у нас все-таки дом в наследство, и, как я уже говорила в начале, если мы будем только пекарней это зарабатывать и, ну, как бы приводить в порядок дом и саму пекарню, то мы просто здесь мы, короче, будем слишком долго это все делать, поэтому вот я и поставила мусорки, поставила, ну, как бы разрешила себе продавать все фрукты, овощи и цветы, которые я там посажала. Вот, чтобы немножечко ускорить этот процесс. Я говорю, иначе можно всем здесь состариться за это время, потому что, вот видите, 500 миллионов — это прям такая редкость большая. Это пока вот самая большая сумма, потому что я же каждую сумму сейчас записываю, чтобы продвинуться. О, ему понравилась креслица. Вот, чтобы отметить, когда мы достигнем 4000. Ну, кстати, вот с этой суммой мы уже приближаемся хорошенечко к 4000, потому что, вот, как я уже сказала в начале, у нас уже больше 2. Сейчас еще вот 500. Я думаю, что у нас еще что-нибудь купят. То, что уже на самом деле надо закрывать. Сейчас она как раз приедет, когда мы закроем пекарню. А завтра утром тогда займемся этим всем нашим, что там, ванная, душ и все такое. Потому что сегодня мы хорошенечко поработали. Она хорошо поработала в саду. Она прокачала уже практически навык. Я думаю, что она все-таки прокачала навык. Давайте заглянем. Да, вы видите, как хорошенько прокачивается-то. Ну, я думаю, она как раз вернется с прогулки и будет самое-самое то. И завтра мы день начнем как раз-таки... О, он подписывает автограф. Прикольно. О, у нас еще что-то купили. У нас кусочек морковного торта купили. Отлично. Итак, новый день. Зоя проснулась, она хочет есть. Сейчас мы ее отправим сначала в туалет, наверное, все-таки. Удобрять свой кустик. Пока у нас так и нету, на самом деле, ни туалета, ни ванны, потому что вчера она так и не докачала свой навык. Потому что она сказала, ой, я хочу спать, я хочу есть, все пропало. Ну, в общем, не захотела она докачивать. Сейчас мы проверим, что у нас здесь. Потому что вчера торговля шла хорошо. Слушайте, ну еще есть. Что я хотела? Я хотела вам сказать, что мы заработали вчера целых 682 миллиона. Я считаю, это прям победа побед. Вот, поэтому я так думаю, что мы сейчас откроемся. Надо что-то, наверное, еще одно приготовить. Для того, чтобы немножко разбавить все это дело. Открой магазин, когда все закончишь. Добавим чего-нибудь из выпечки. Потом она пойдет покатается на велосипедике. Она все-таки докачает свой навык. Там чуть-чуть осталось. Вот вообще чуть-чуть, вы понимаете? Вот, запеканка, вот эту я запеканку делала. У нас что, нету экзотического фрукта? Странно, мне казалось, у нас есть что-то такое. Ладно, запеканка хорошо идет, давайте ее. Вот. Что, я опять на паузе? Все, пусть она делает. Что я хотела? Я хотела сказать о том, что, видите, фитнес. 93%. Она чуть-чуть не докачала свой фитнес. Это какой-то кошмар, на самом деле. Она уже, типа, там где-то на улицу вообще упала, сказала о том, что все, она спать хочет, и ничего вообще ей не надо. Ничего она не хочет. Вот. У меня тут с этим сообщением немножечко проблемка. Учитывая то, что она владелец пекарни, и к ней приходит куча народу, у нее проблемы с сообщением. Ну, ничего, бывает. Она не особо общается с товарищами, которые приходят к ней, потому что это бессмысленно, они и так хорошо покупают. Стоп. Вот что я хотела. Так, во-первых, у нас было продано 15 предметов, но у нас долго было, на самом деле, открытой пекарни, мы заработали 682. Мы возвращаем 5%.
и смотрим, что у нас будет. Мне все-таки интересно провести этот эксперимент, так как сегодня нам нужно обновить нашу ванну. Я очень не хочу копаться в мусорках, я хочу продать эти растения, ну, короче, своими силами более-менее, без... Ну, все-таки как бы вот эта мусорка, это такое, ну, читерство, но такое, мягкое читерство такое э, с шансом выиграть что-то или какую-то фигню. Она грустная, все плохо. Да, тебя все кинули. Сейчас народ придет, на самом деле. Может, она все-таки с ними пообщается. Нет, больше надо на велике, конечно, покататься. Это было бы гораздо лучше. А чё нет народа? Где все? А вот они. Они почему-то вот тут становятся и ждут. Чего они ждут? Непонятно. Пошел. Первый пошел. Я надеюсь, ты не зевака, а покупатель. А почему-то здесь накапливается, потом что-то там думает, и только тогда... Нет, зевака, прикиньте. Обидненько, слушайте. Ага, у нас есть посетители, отлично. Зевака, зевака. Что у нас много зевак? Экомастер. Отличный наборщик вообще, я считаю. 2 зеваки и экомастер. И экомастер непонятно, он кто, зевака или не зевака. Короче, такое. Непонятно. Ладно, давайте вот с этим мужчинкой пообщаемся. Он, конечно, зевака, но он симпатичный. Приветствую покупателя. Может, сейчас еще народ подойдет. О, вот, народ подошел. Покупательница, которая уже готова купить. А, с ними мы, короче, не будем общаться, потому что они вот-вот и уйдут. Покупательница. Давайте хотя бы немножко пообщаемся с ними. Чтобы она не умерла от того, что она вообще ни с кем не общается. Так, ну слушайте, у нас как-то все так повеселее стало. Мы до 5% опять опустили, и как бы до распродажи. Это значится как распродажа, типа. Вроде как-то повеселее стало. Но пока ни одной покупки нету. Ага, они сели пообщаться. Хорошо, давай общайся. Потому что у тебя с этим проблемки с общением. Девчулька у нас кто? Зевака? Покупательница? Нет, покупательница ребенок. Отлично. Так. Морковный хлеб. Отлично. У нас произошла первая покупка. Через сколько после открытия? 4 часа открытия. Ну, такое пока не очень хорошо работает. Пока я не вижу смысла, но это и пока еще не конец. Ну что у тебя низкое это общение? Ты сидишь, общаешься. Почему у тебя не повышается общение? Что это такое? Короче, у нее как-то очень все медленно повышается. Это какой-то кошмар. Надо и какую-то черту характера, чтобы это общение так низко не падало так быстро. Так, все. Прекращаем общение, потому что это какое-то бессмысленное общение, которое вообще не поднимает тебе уровень. А это сидит, ругается что-то. Иди, короче, крути педали. Что я тебе могу сказать? А что ты хочешь сама с собой сделать? Узнать, что происходит. У самой себя узнать, что происходит. Слушайте, ну у нас есть экзотический фрукт. У нас есть целых 9 ананасов. Почему она не хочет с ананасами ничего готовить? Кокос есть. У нас есть экзотические фрукты. У нас есть фруктон. А что здесь подразумевается под экзотическим фруктом? Мне просто интересно чисто вообще. Ананасы и кокос это вообще нет. Получается, на 7 симоленов дешевле, чем при обычном. Ну, в смысле, чем при 15%. Ты идешь вообще или нет? Она продолжает сидеть. Иди уже. А мы тут пока оставимся в пекарне, посмотрим, как дела идут. Вот, уровень фитнеса, отлично. Возвращайся. Вообще, на самом деле, иди ищи свою собаку. Мне как-то, как после общения с собакой, мне как-то повеселее она становится. Вот собака, кстати. Лежит, грустит что-то здесь. Ну, ты будешь общаться с собакой или нет? Ты будешь стоять грустить просто? Ну, наконец-то. Она начала общаться со своей собакой. И? Почему не общение вообще не поднимается? Что это за магическое общение моего персонажа, который не хочет подниматься? Когда еще и снижается. Серьезно? Серьезно? Оно снижается от общения с собакой? Так, нет, мы не будем с тобой общаться, чувак. Я знаю, ты голодная, но вроде повышается. Ну, хоть что-то. Что-то какой-то кошмар.
Человек с неподнимаемым общением. Точнее, Сим. Видите, как быстрее поднимается, чем с людьми она общается, вроде как. Да, еще такая звонкая собака у нас, конечно. В общем, как видите, общение с собакой ей пошло на пользу. Сначала не очень, а потом нормально. Уже наконец-то в зеленую зону перешло, потому что это был какой-то кошмар. Так, у нас тут что-то в пекарне не очень весело все идет. Тут через много-много часов купили только один хлеб. У нас получается всего 6 проданных предметов, всего 258. Как-то, ну, не очень. Ты хочешь в туалет? Я в курсе. Ну, там есть туалет, что ты стоишь. У нас, кстати, вообще что есть? Тут какие-то такие полупустые холодильники. Может, уже что-то... Не, нормально, вы знаете. Я не знаю, почему они такие вяленькие. Такие вяленькие продажи. Хотя всего 10 часов, ну, еще пару часов постоим открыты, и тогда будем уже подбивать итоги. Я думаю, мы нормально заработаем, чтобы можно было купить нормальную ванную. А они такие бяки, буки. Не хотят ничего у нас покупать. Такая красивая прическа с этим колосочком. Вот это. Как у Эльзы прям. Так, барышня наша, а что ты стоишь, втыкаешь? Я тебя, по-моему, посылала покушать, потому что ты хочешь кушать, ты хочешь спать. Я знаю. Можно тут кучу всего без тебя делать, поэтому покушай, иди спать. А мы продолжим. На самом деле можно было кое-что из этого урожай собрать. Может, еще денег заработать. Но она уже слишком уставшая. Ладно, на такую базовую ванну, я думаю, нам хватит, на самом деле. Если они сейчас все-таки хотя бы еще пару штук чего-то купят. Вот, фруктовый пирог, хорошо. Еще бы парочку продаж, и нормалек будет. Как-то так. Так, у нас, кстати, ванная. Первая ванна у нас здесь где-то была, на втором этаже. Вот эту мы будем разблокировать. А надо будет... Придется тогда разблокировать вот эту дверь. Ну ладно. Ничего страшного. Это у нас, по-моему, спальня, да? Насколько я помню, да. Вот следующую как раз-таки будем разблокировать спальню. Я сейчас даже посмотрю, что нам для этого нужно. А для спальни нужна харизма. Ой-ой-ой. А у нас харизма, по-моему, вообще никак. Вот мой уставший человек. Вот что они хотят в туалет, они ходят. Я, как обычно, оказывается, издеваюсь над людьми. Я жестокий человек. Простите меня великодушно. Я не знала, что там туалет сломан. Так, она пошла спать, хорошо. Итак, у нас тут совершили еще пару покупок, получается. Я предлагаю закрывать, потому что уже 13 часов, Зоя уже спит, уже поздно, они все хотят в туалет. Так, я закрываюсь, и мы заработали 400 симулеонов. Надо записать. Маловато, конечно, но что поделать. Так, нам нужно перевести, получается, туда деньги. У нас там есть 300. Нам нужно, наверное, 250 где-то перевести, чтобы... Нет, давайте 300 переведем. Подтвердить перевод. 900, конечно, мало на ванную, но ладно. Так, у нее должно остаться 128. Мы отняли 500 симулеонов. У нас есть навык фитнеса 5. У нас этого харизмы вообще нету, вообще. Как мы это все будем делать, непонятно. Сейчас тогда перехожу в режим строительства и попробуем на 900 симулеонов что-нибудь придумать. Так, вот так выглядит наша ванная. Немножечко плачевно, страшненько, с потеками, со всеми делами. Сейчас я это пока что перемещу в багаж, чтобы сейчас не заморачиваться по поводу денег. Вот это тоже убираем. Тут какие-то тоже пошкребыши какие-то непонятные. Так, ну лампочку я не буду выкидывать, я думаю, что мы ее оставим. Может быть, потом со временем мы ее все-таки заменим. Так, теперь душ все-таки наш берем. Так, поднимаемся наверх, потому что сейчас пока у нас нету денег на нормальный душ. Какой есть, такой есть. Нам нужна на самом деле именно ванная. Сама по себе. Что у нас здесь есть? У нас есть недорогие, да? 350. О, слушайте, прям вообще огонь практически. Что у нас здесь? 900. Нет, нам нужен еще туалет на самом деле. Сколько у нас здесь туалет стоит? 250. 365. Естественно, нужда, расходы, надежность. Работает дискомфорт. Не надо нам с дискомфортом. Комфорт. Нет, слишком дорого. Вот этот давайте возьмем.
Здесь возле окошка. С видом. Так. И ванную мы покупаем. Вот эту, наверное, да? Сейчас мы... И все. Мы даже не можем раковину никакую купить, вообще никакую. Ну, как-то так. Как бы у нас есть теперь ванная комната. Сейчас мы разблокируем двери, и официально можно объявлять, что первая комната в нашем доме в наследство сделана. Она открыта и оборудована практически полностью. В общем, первая наша комната шикарно оборудованная. Но она есть. У нас есть ванная. У нас есть отдельный туалет, чтобы не делить туалет с другими товарищами. Все это у нас есть. А, слушайте, я балда. Главное, копила и не продала ничего. Слушайте, ну сейчас я все продам, и еще раз встретимся в постройке. Простите, я как обычно. Вы только посмотрите, я заработала целую 1000 исключительно на цветах. Я продала только цветы и больше ничего. То есть я все фрукты и овощи оставила, потому что все-таки пекарня. Что-то да пригодится, не хочется все это продавать. Нам наконец-то шпинат вырос, о котором я говорила, что никак он не заплодородит, никак не начнет родиться. А в общем, наконец-то он разродился, все прекрасно, шикарно. 1000, вы представляете? И я забыла про это. Я просто вселенская балда. Ну, у меня бывает. Ладно, смотрите, что мы можем. Так, давайте заходим. Я думаю, что душ мы можем теперь продать. Я думаю, что мы и туалет можем продать. Ну, конечно же, не самый разумный ход, но что поделать. Так, у нас здесь был работать без удобств. Что у нас? 3-3-1. 5-3-3. Снимает дискомфорт. Вот, отлично. Гигиена, коэффициент. Снимает дискомфорт. А, интересно, а почему этот не снимает дискомфорт, а этот снимает? Ну, давайте тот, который снимает дискомфорт. Потому что дискомфорта в нашей жизни хватает. Так. И мы теперь же можем нормальный туалет поставить, который не будет ломаться через каждые 2 секунды. Вот компактный. Коэффициент расхода, надежность 5. Вот он нормальный такой. Он не суперский, но нормальный. Так, и мы можем даже раковину поставить, вы представляете? Вы это представляете или нет? Я вот не представляю. Раковину. И мы можем зеркало повесить, мы можем развивать харизму. Нам не важно, какое это же зеркало, нам какое-то приличненькое нужно повесить. Вот, зеркало. Отлично. Все, шикардос, шикардос. Слушайте, у нас даже деньги остались, какое счастье. Может, ванну получше взять? Что у нас здесь есть? А что мы за ванну взяли? 3-1. Снимает дискомфорт, снимает расстройство. Не очень надежный у нас товарищ. Снимает расстройство, коэффициент. Так. 750. Нет, наверное, не хватит. Ладно, пусть это будет. На самом деле, знаете, что можно еще сделать? Можно даже покрытие поменять, наконец-то, более-менее поприличнее сделать. Так. Этот плитка. Что-нибудь такое простенькое и понятненькое. Ну, как-то не сильно поменяла. Надо как-то повеселее, чтобы было. Прям веселее. Не, давайте просто белую плитку. Вот, все, просто чисто белая, без ничего. Чтобы такая ванная была сразу как будто чистенькая, красивенькая. Так, плиточка еще. Что у нас здесь? Просто белая. Нет, мне не нравится на самом деле это дело. Идеальное. Вот, симпатичнее, конечно, но... Ну, такое, не знаю, что-то мне не нравится. А вот если каменную кладку, типа. Ну, в этом что-то есть, но мне что-то все не нравится. Вот с пейзажем. Слушайте, так веселее. С пейзажем как-то все ожило. Давайте лампу тогда поменяем. Так. Раз у нас столько денег, вы себе не представляете. Как я вообще могла так поступить? Забыла, растила и забыла. Ну вот как так? Как это называется? Скажите мне, пожалуйста. Я человек-забывака. Можно, кстати, над зеркалом еще повесить. А что она так как-то странно светит? Мне не нравится, как она освещает. Надо сделать, наверное, как обычно. Сначала
стандартную, а потом симпатичную повесить. А где эта новая красивая штука? А, вот она. Слушайте, подождите. А почему 3 лампы такого же цвета стоят столько дороже стоят? Странно как-то. Ладно, давайте попробуем это. А, я забыла Move Object включить. Ладно. Наверное, давайте без этого я, наверное, куплю еще занавесочку какую-нибудь. А то как-то так окно-то большое получается, смотрите. Зато можно принимать душ или ванну и смотреть на водичку. Это прекрасно, я считаю. Какую-нибудь вот эту штуку можно взять. Конечно, только половину закрывать, но ладно. У нас сим не стеснительных. Так, отстань. Давайте, наверное, тогда еще цветочек какой-нибудь купим. Цветочек, цветочек. Я хочу, который из «Эко-жизни». А чё он? Серьезно, он 400 симулионов стоит из «Эко-жизни»? Мне казалось, что в «Эко-жизни» все очень дешевое. Надо что-то поставить. И вот этот тоже. Может, вот этот? Ну, нормальненько так. Нормалек. Вполне себе неплохо. 20 нам надо оставить что-то, кстати. А то не дадут открыть этот пекарню. Так, ну, я считаю, прям крутяк. Крутяк. Переходим в режим жизни и еще раз все смотрим. Так, пока наша Зои там спит, мы ей сделали шикарную ванную. Смотрите, у нас есть уже и душ, и ванная, более-менее приличные. Есть отдельный у нее туалет, и раковина, и зеркальце у нее есть, и у нее есть цветочек. И это все чистенькое, опрятненькое, красивенькое. Ох, класс! Я считаю, я прям сегодня, точнее, мы все вместе справились шикарно. Вообще шикарно. Сегодня сделали такое большое дело, честно. Мы открыли ванную, ее обставили и получается, использовали для этого только средства, которые наша Зоя заработала в пекарне, получается, и за счет продажи цветочков, которые мы сами вырастили в нашей огромной такой, как она, оранжерея или кто она, теплица. Что-то я иногда забываю. Так вот, своими силами, не копаясь в мусорке ни разу. Все своими ручками добыли, обставили, сделали все красиво. Я считаю, это прям победа-победа. Я прям горжусь и собой, и Зоей, и вами, и всеми. И предлагаю на этом заканчивать, потому что мы уже самое основное, что нам нужно было, мы сделали. Зоя отдыхает, пока не знает, что ее еще ждет, потому что мы продолжим открывать, конечно же, окна-двери всего нашего дома. На повестке у нас все-таки... Что я хотела? Спальню я хотела открыть. Для этого нам нужна харизма. Там тоже разрешение не очень дорогое, по-моему, 600 миллионов. То есть мы, в принципе, их легко заработаем. Мы даже уже можем практически за один день пекарни такую сумму заработать. Надо, кстати, обратно вернуть 15%. Потому что, мне кажется, 15% это прям идеально то, что нам нужно. И достаточно много покупают, достаточно быстро. Цена такая не самая маленькая, но такая как бы адекватная для покупателей. Ну, короче, это такой идеальный баланс, я так поняла. По количеству того, что у нас покупают, и по количеству покупателей, это как бы то, что нужно. Вот. Так что я с вами на этом прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайк. И заглядывайте еще, у нас много чего интересного впереди. Все, пока-пока.